Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок? Поехали! Сегодня у меня на коррекцию пришли наши новогодние лисята. Эту клиентку вы на канале у меня видели, этот дизайн мы делали с вами уже вместе, поэтому сегодня на него будем делать коррекцию. Как обычно, снимаем старый материал. Если вы обратите внимание, то ногти у этой клиентки очень сильно вниз клюнувшие, поэтому каждую коррекцию мы ей их поднимаем, причем поднимаем довольно-таки высоко. Плюс к этому у нас еще пальчики, которые растут в бок, которые тоже каждую коррекцию нужно поворачивать. В общем, пилочкой для себя готовим максимально правильную поверхность для выкладки дальнейшего материала. То есть сразу же поворачиваем ноготочки туда, куда нам необходимо, и поднимаем нижние направляющие. Немножечко заужаем ноготочки, потому что бока потом заложим новым материалом. И, соответственно, в боковых сторонах у нас будет свеженький гель, который никуда от нас не денется. Фрезером убираем птериги, наносим наш любимый базовый гель, конечно же, после праймера. И наши ноготочки готовы к выкладке моделирующего материала. В данном случае моделировать мы будем полигелем. Здесь я разрезала тюбик, потому что, честно, тюбики меня немножечко подбешивают. Я разрезала тюбик, переложила в баночку, а остатками из тюбика выкладывала ногти. Ну, в общем, не такой небольшой бардак у меня, конечно, в кадре получился. Ну да ладно, неважно, не в этом дело. Дело в том, что выкладывать ноготочки мы будем полигелем. В данном случае для того, чтобы лучше проконтролировать наши новые боковые стороны. В данном случае цвет мне совершенно не важен, потому что ноготочки я готовлю под полное покрытие, поэтому мне не важна плотность камуфляжа или какие-то еще такие моменты. Поэтому я использую тот полигель, который мне, допустим, для френчика не сильно-то нравится, но в данном случае он меня более чем устраивает. Материал раскладываю кисточкой, сразу же контролирую выкладку, чтобы у меня получился минимальный опил на данном этапе. В то же время контролирую все провешенные бока, которые мне необходимо сделать, и контролирую тот поворот пальчика, который мне тоже нужен. За него тоже не забываю. А еще, конечно же, помню о том, что ноготочки у нас растут вниз. Нам нужно поднять площадочку, поэтому обратите внимание, как лежит материал на кончике. Получается довольно-таки большая гора материала, но именно из этой горы мы потом выпилим нашу внутреннюю арку, и у нас получатся красивые тоненькие арочные ноготочки с красивым плотным скрытым стрессом, которые замечательно будут носиться, и при этом они будут совершенно ровненькие. Переходим к опилу, выпиливаем форму квадрат. Начинаем с опила боковых сторон, потом проходимся через кутикулу, формируем верхнюю арочку и собираем наш ноготочек в кучку. В принципе, поскольку мы работали очень точным материалом, опила здесь совершенно немного. При помощи фрезера формируем внутреннюю арку и всю нашу толщину материала превращаем в красивую тонюсенькую арочку. При этом выпиливаем натуральный ноготь, который нам совершенно не нужен, никакой прочности нашим ногтям он не добавляет.
А теперь самое интересное, переходим к дизайну ногтей, мой любимый процесс. На самом деле я наращиваю ногти для того, чтобы на них рисовать. Я не знаю, как вы это делаете, но дизайн ногтей для меня является любимейшим этапом в этой процедуре. Дизайн ногтей и снятие старых ногтей, потому что когда ты снимаешь старые ногти, ты сразу же знаешь, что у тебя будут какие-то новенькие. Покрываем ноготочки двумя оттенками. У нас очень красивый вишнево-бордовый цвет. И мой любимый 179 черный. Почему любимый? Да потому что он в один слой наносится. Ничего с ним дальше делать не нужно. А вот эту вот технику, которую мы делаем с вами дальше на канале, на эту технику у меня урок уже был в том году, как раз таки зимой. Сейчас мы решили его повторить. Вот эту вот технику можно интерпретировать по-разному. Ссылочку на мастер-класс я вам оставлю в описании. Посмотрите, что у нас получилось в прошлый раз. В этот же раз мы будем готовить для себя фон под наш будущий дизайн. В качестве дизайна у нас будут выступать цветы. Номер используемого цвета я вам тоже напишу в описании, оставлю ссылочку, где его можно приобрести. Именно вот этот цвет с этим пигментом дает вот ощущение, я не знаю, какого-то резаного фактуры какой-то или чего-то. В общем, вживую это реально смотрится 3D объемно. Очень красиво, очень интересно, очень фактурно. Поэтому, девочки, возьмите на вооружение данную технику, она вам пригодится. Ну а далее, для того, чтобы формировать цветочки, я закладываю камефубики. И именно вот эти камефубики превратятся у меня в серединку будущих цветов. Перекрываю ноготочки финишем и на свои камефубуки выставляю капельки топа. Делаю им объем. Для того, чтобы они у меня не расплывались, специально подсушиваю их в лампе. Далее при помощи 3D красочки создаю объемные цветочки. Благодаря капельке на камефубиках у меня получается, что лепесточки лежат на моей вот этой блестящей серединке. Довольно-таки симпатично смотрится. На самом деле мы с клиенткой планировали их покрасить еще золотым текстоном и сделать золотые цветочки, но когда сделали этот дизайн, посмотрели на него, решили, что вот такая нежность нас устраивает более чем. Получились такие весенние крокусы, какие-то первоцветы. Очень интересные цветы, безумно простые. Дизайн занял ровно 15 минут на 2 руки, на 4 пальчика. Поэтому с этим дизайном справитесь в любой самой интересной ситуации. А теперь нам осталось все свои цветочки собрать в кучку. То есть нам нужно придумать, откуда же наши цветочки растут, поэтому рисуем им стебелечки. На фоне вот этих зеленых камефубук рисуем листики и добавляем это все вензельными элементами. Именно они сделают нашу композицию очень воздушной и очень интересной.
Запоминаем правило. Никогда объемные элементы финишем у нас не перекрываются, потому что если мы перекроем финишем, мы зальем объем. И тем более эти материалы, они специально рассчитаны на то, чтобы носиться без перекрытия. Вот, собственно говоря, и все, готов наш дизайн. Надеюсь, вам сегодня со мной понравилось, надеюсь, вам было интересно. Не забудьте подписаться на канал, потому что впереди вас ждут еще интересные ролики. Мы же с вами скоро увидимся. Всем до новых встреч. Пока!